Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю приготовить известный американский десерт, называется лимонный пирог. Тьфу, лаймовый же он, красавчик, правда? Так захотелось в такую погоду чего-нибудь легкого, летнего. Готовится этот десерт легко, быстро и просто из доступных ингредиентов. Да где же там? Нежный, легкий, воздушный, вкусный и кисленький, как я люблю. Ну что, готовы? Тогда давайте скорее начинать. Для приготовления лаймового пирога нам понадобится 200 граммов песочного печенья, 20 граммов сливочного масла, 200 граммов сгущенного молока, 100 граммов яиц, 100 граммов крем-сыра, 60 миллилитров лаймового фреша и цедра 2 лаймов. Ух, как сложно это лаймово. Берем небольшую миску, отправляем в нее крошку. Я использовала сабле, которое приготовила самостоятельно и сделала из него крошку. Рецепт апельсинового сабле вы найдете на моем YouTube-канале. Называется видео «Бретонское сабле». Сливочное масло, его нужно растопить. Печенье, конечно, можно использовать и покупное, а можно приготовить самостоятельно. Я больше люблю готовить такие штуки сама, и слоеное тесто, и песочное. Тем более это не так сложно. Растопленное сливочное масло отправляем в крошку, перемешиваем и получаем такую мокрую крошку. Она не должна быть слишком жирной. У нас масла достаточно в самом сабле, и нам нужно это масло, которое мы растопленное сюда добавили, оно нам нужно просто для того, чтобы хорошо клеилась наша основа. Берем кусок пергамента, лист пергамента. Форму, это у меня форма для тарта, можно использовать ту, которая с дном, можно вот такую. Здесь у меня кольцо диаметром 20 сантиметров и высота 2 сантиметра. Противень. Выкладываем крошку и с помощью небольшого стаканчика или большого, главное, чтобы он был гладкий, утрамбовываем эту крошку и делаем дно и борт. Аккуратненько борт, иначе он потом все равно подсыпется, нам это не нужно. То, что за бортом, оставляем там, а то, что внутри, нужно поправить. Основа для нашего пирога готова. Отставляем ее пока в сторону и приготовим начинку. Начинка. Здесь все очень просто. Сгущенное молоко. Я, кстати, готовлю его сама на моем канале. Вы найдете рецепт вкусного сгущенного молока. 2 яйца, это около 100 граммов, и крем-сыр. Все это перемешиваю. Есть, готово. Отставляю пока в сторону. Лаймы. Нам понадобится 60 мл лаймов и цедра лаймов. Можно, в принципе, использовать цедру 2 лаймов и 3, мне достаточно обычно 2. Натираем цедру лайма, используем только вот эту зеленую часть, белую не трем, она будет горчить. Весь аромат и вкус у нас в цедре, поэтому цедра обязательно. Но мы не будем цедру отправлять в начинку, мы будем ароматизировать этой цедрой сам фреш лаймовый. Если мы оставим цедру в начинке, то она будет продолжать отдавать горечь, помимо всех вкусных ароматов. Есть раз. И фреш. Прогреваем фреш с цедрой до парения. После того, как вы прогрели фреш с цедрой, оставьте его на 15 минут, чтобы фреш ароматизировался. Цедра нам уже не понадобится. И нам нужно 60 мл вот этого лаймового настоя. Супер, практически все готово. Берем основу. Не забудьте включить духовку на 170 градусов с обдувом, с конвекцией.
Я забыла, включили. Пуньк. Выливаем начинку на основу. Отправляем наш лаймовый пирог в разогретую до 170 градусов духовку выпекаться на 25, максимум 30 минут. 25 минут пролетели, лаймовый пирог уже готов. Достаем из духовки. Оставляем лаймовый пирог при комнатной температуре, чтобы он остыл, а потом убираем в холодильник еще на 3-4 часа, чтобы стабилизировался, отлежался, и тогда можно будет декорировать и смотреть на него, и кушать. Наш лаймовый пирог уже готов, и в принципе его можно и так кушать, но если есть вдохновение и такое настроение праздничное, то можно додекорировать. Предлагаю приготовить швейцарскую меренгу. Для нее нам понадобится 60 граммов белка, 40 граммов сахара и 40 граммов сахарной пудры. Отправляем все эти ингредиенты в чашу комбайна. Белок, сахарная пудра и сахар. Берем венчик, перемешиваем и ставим чашу комбайна на паровую баню. Прогреваем белок с сахаром и сахарной пудрой до температуры приблизительно 55, максимум 60 градусов. Очень важно, чтобы весь сахар растворился, чтобы вы не ощущали крупинок сахара. В процессе прогревания постоянно помешивайте, взбивать не нужно, просто помешивать. Если у вас возникают трудности при приготовлении меренг, то посмотрите, пожалуйста, видеоурок на моем канале, который называется «Павлова». Там очень подробно рассказано о меренгах. Теперь отправляем белки с сахаром взбиваться до устойчивых пиков на больших оборотах. Меренга готова. Смотрите, какая гладкая, блестящая, глянцевая красота. Я взяла кондитерский мешок, просто обычную круглую насадку диаметром 9 мм. Здесь у меня немного свежих ягод, нейтральная глазурь, напаш, декор-гель. Отсаживаю по кругу меренгу. Беру перчаточку, напаш и отправляю сюда ягоды. Обволакиваем в напаже, аккуратно, деликатно. Вот так быстро, просто и легко можно получить красивый праздничный торт. И по сложившейся традиции, как же не попробовать кусочек вкусного лаймового пирога. Ну, я вас даже и уговаривать не буду. Это как-то отдаленно напоминает чизкейк, но 1000 раз нежнее. И сабле всегда остается хрустящим. Такой контраст нежным и хрустящим. Вы не хотели, мальчики, вы же не хотели? Все, вырубай. Друзья, а больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, если видео для вас было интересным и полезным. Комментируйте и давайте готовить вместе. До новых встреч!